Приглашаю вас в видеопутешествие по Филиппинам. Это удивительная страна, которая смогла поразить даже меня, много лет прожившего в Азии, красотой своей природы. Я провел на Филиппинах около месяца, и в этом фильме расскажу вам о тех местах, которые удалось посетить. Авиакомпания «Гонконгские авиалинии» заканчивала свои полеты в Россию, и благодаря этому удалось взять достаточно дешевые билеты в бизнес-класс на последний рейс. К сожалению, эта компания больше не летает в Россию, и рассказывать о ней особо нету смысла. С пересадкой в Гонконге мы прибыли в Манилу. Манила, на мой взгляд, это грязный, полный всяких попрошаек город, в котором абсолютно нечего делать. Буквально один день можно посвятить осмотру архитектуры и двигаться дальше. Мы взяли машину в аренду и по бесконечным пробкам отправились к первому пункту нашего путешествия, вулкану Пинатуба. О вулкане Пинатуба очень мало информации в интернете. В основном все пишут про вулкан Тааль, который находится с юга от Манилы. Мы же двигались на север по автобану, наверное, это единственный автобан на Филиппинах, и он буквально через 100 километров заканчивается, и проезд по этому автобану платный. Дальше мы просто искали, где кончается дорога, и прибыли в населенный пункт, из которого, собственно, и стартуют все экскурсии на вулкан. Там находится единственный гестхаус, в котором можно переночевать, и там же заказать экскурсию. Дорога занимает порядка 3 часов. Сначала часа 2 надо добираться на джипах, причем постоянно форсируя всякие реки, преграды. Иногда машины ломаются, их вытягивают. Это само по себе такое захватывающее приключение. И потом еще, наверное, час надо подниматься в гору вместе с проводником по джунглям, по камням. И, наконец, вы достигаете вершины кратера. Дальше пару минут потрясающих пейзажей, которыми я предлагаю вам полюбоваться под музыку. На Филиппинах есть и горы до 3000 метров. Туда мы отправились. Конечно, горные дороги это что-то невероятное и захватывающее. Примерно вот так это выглядит. И передвигаться по ним вы будете со скоростью 30-40 км в час. Жители горных деревень будут сушить на асфальте зерно, какие-то травы. Дети будут бегать и играть в футбол. А всякие грузовики и тарантайки будут еле ехать, и обогнать их на серпантине будет практически невозможно. Зато вы вдоволь сможете налюбоваться горными пейзажами, туманами, рассветами и закатами, и даже, может быть, немножко замерзнуть. Потратив безумное количество времени на дорогу, уже глубоко ночью мы прибыли в деревеньку Сагада. Это популярное туристическое место, вокруг которого расположено много разных достопримечательностей. Первое, что вам надо сделать, пойти в местный офис по туризму и приобрести там разрешение на пребывание. Оно стоит не очень больших денег, но без этого разрешения вас отказываются пускать во все достопримечательности, вам надо показывать специальную бумагу. Я лично посетил пещеры в Сагаде вместе с гидом, которого нашел абсолютно случайно, потому что как раз в офисе по туризму ко мне подошел американец и сказал, что ему дорого идти одному в пещеры, и он предлагает пойти вместе с ним и разделить затраты на гида. Собственно, так мы и оказались в пещерах. Большинство людей спускается по ступенькам главного входа и смотрит только небольшую часть пещеры, доступную для общего обозрения. Мы же вместе с нашим гидом зашли с другой стороны, постоянно лазили в какие-то подземные ходы, спускались, поднимались, купались в озерах, были абсолютно одни и посмотрели гораздо больше того, что было в этой пещере. Короче, тут куча людей заходят с главного входа, чуть прогуливаются и выходят обратно. А мы там лазили, ползали, плавали. Короче, жесть вообще. Очень страшно. Есть покрытие, как на водопаде в Таиланде тоже.
Абсолютно не скользящая, можно ходить как геккон по стенам. Сам регион очень живописный, если вы, как и мы, путешествуете на машине, можно просто ехать в любую сторону и любоваться потрясающими пейзажами. Абсолютно точно стоит посетить рисовые террасы, которые расположены неподалеку, можно доехать за один день на машине туда и обратно. Бататы и Баньо — это объекты, которые внесены в всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО, и, конечно же, они потрясают. Хотя, сказать по правде, похожие рисовые террасы вам будут встречаться абсолютно просто на каждом шагу, просто в этих двух местах они сохранились наиболее полным образом. Закончив с горами, мы вернулись на побережье, в мечеть Сан-Хуан, которая считается меккой для серферов. В этот день было штормовое предупреждение, очень сильный ветер и огромные восхитительные волны. Переночевав там, мы отправились обратно в Манилу. В Маниле удалось даже найти один приличный район с офисными центрами и старбаксами, где можно было безопасно запустить квадрокоптер и снять несколько видов. Но все равно делать там нечего, и я советую не задерживаться в этом городе. Так мы и сделали, отправившись на пароме к райским островам. Путешествие заняло всю ночь, приобретайте билеты заранее, потому что в нашем случае остались только многоместные каюты, но это ничего, иногда бывает, что вообще невозможно приобрести никакие места. Сразу по прибытию, поскольку мы прибыли рано утром, а отель еще не был готов, мы взяли частную лодку и отправились на остров Карон. Абсолютно всем рекомендую брать частную лодку, так вы не будете привязаны ни к каким временным ограничениям и сможете посмотреть все красивые места и оставаться там так долго, как вам захочется. Все места восхитительные и потрясающие, но единственное, что не понравилось, то, что каждый клочок захвачен какими-то тумбо-юмбами и везде требует плату за вход и просто за пребывание. Остановившись посреди моря посмотреть коралловый риф, к нам подплыл какой-то непонятный мужик на лодчонке и потребовал 200 песо просто за то, что мы находимся в этом месте. В следующий день мы взяли ту же самую частную лодку с той же командой и отправились уже по далеким островам. И здесь я вас оставляю наедине с этими потрясающими пейзажами.
Одноименный город Карон подходит только для ночевки, как место старта на острова. Берите гостиницу прямо у пристани, так вам не придется тратить ни время, ни деньги на дорогу. В самом городе смотреть особо нечего, там царит какой-то странный микроклимат. Именно в этом месте на Филиппинах мне всегда было невыносимо жарко, душно, потно и просто невозможно находиться на улице дольше 10 минут. Еще один удивительный факт – это отсутствие фруктов на Филиппинах. Посетив местный рынок, мы были крайне удивлены, что в продаже можно было обнаружить только пару сортов китайских яблок. После условного Таиланда это кажется дикостью, но тем не менее никаких экзотических фруктов в продаже вы не найдете. Ближе к закату, когда станет прохладнее, можно подняться на холм, который виден из любой части города. Оттуда открываются панорамные виды на окрестности. Само место мне чем-то напомнило шоколадные холмы, о которых я расскажу попозже. Мы брали в прокат мотобайк и поехали изучать остров, нашли интересную живописную бухту и записали там красивое видео. Дорог на острове нету практически никаких, а те, что есть, находятся в состоянии либо ремонта, либо вообще в очень плачевном состоянии. Кроме того, нам достался очень интересный мотобайк, у которого полностью отсутствовали тормоза, да и сам он был уже не первой свежести. Поэтому навыки вождения вам нужны уровня бог или около этого, потому что я не знаю, каким чудом мы смогли не разбиться, поэтому внимательно проверяйте состояние всей техники, которую вы арендуете, и уделите особое внимание безопасности. Из Карона мы брали билеты на скоростной катер и отправились в Эль-Нидо. В Эль-Нидо мы посетили две групповых экскурсии, они называются по номерам алфавита А, Б, С и Д. Я не помню конкретно, какие брали мы, но в описании можно прочитать, что это две самые популярные экскурсии. Вы посетите много бухт, пещер, каньонов, где-то вы сможете плавать на байдарке, где-то сможете передвигаться вплавь. Во всех этих местах лодка делает остановки, но опять же минусом было то, что во время групповой экскурсии вы вынуждены все время спешить и у вас нету достаточно времени насладиться красивыми видами. Во время обеда, а также после окончания экскурсии лодки делают остановки на разных пляжах и вы сможете вдоволь покупаться. Если сравнивать Эль-Нидо и Карон, то в Кароне я бы сказал, что более красивые острова и более красивые пляжи. А в Эль-Нидо разнообразие природных форм, которые не встречаются в Кароне. Все маршруты экскурсий проходят по территории морского заповедника. Для его посещения нужно приобретать разрешение. Его вам сделают во время покупки первой экскурсии. Зато в дальнейшем, на следующей экскурсии, вы сможете записываться с этим разрешением, не внося никакую дополнительную плату. Море в этих местах необычайно чистое. Мы ни разу не видели никакого пластикового мусора, банок или бутылок ни в воде, ни на пляже. Для сохранения чистоты на экскурсии запрещено брать воду в пластиковых бутылках, чтобы даже случайно мусор не мог попасть в море. На каждом корабле есть питьевые канистры с водой и многоразовые стаканы. Запрещены также пластиковые трубочки. Вместо них, например, кокосом вам дают тонкие трубочки, вырезанные из побегов бамбука. Кончив с островами, уже на автобусе из Эль-Нидо мы переместились в Пуэрто-Принцессу. Там мы посетили экскурсию на подземную реку. Мой вам совет: не тратьте время, вы потратите несколько часов на дорогу, потом еще больше времени на ожидание в очереди, и потом просто 10 минут поплавайте по пещере, где темно и не особо интересно. Поэтому, если вам дорого время и деньги, можете смело пропускать этот пункт программы и отправляться на соседние острова, что мы и сделали, сев на самолет и улетев на остров Себу. На Себу главным пунктом программы, конечно же, является плавание с китовыми акулами, восхитительные, удивительные и невероятные животные, а также посещение водопада Кавасан и каньонинг в его окрестностях. В самом городе можно посетить могилу Магеллана и небольшой форт, расположенный на побережье. В остальном это обычный мегаполис с небоскребами и пробками, ничего необычного. Зато оттуда можно уплыть на соседний остров Бахоль, в котором тоже есть что посмотреть. Посмотрели там лесную арку на дороге, шоколадные холмы, это необычные горы с вершинами, покрытыми травой, а также долгопятов, удивительных существ с очень большими глазами.
наш фильм подошел к концу. Больше информации про удивительные Филиппины вы можете найти в статье, ссылка будет в описании. Вам же хочу пожелать путешествовать и открывать новые удивительные страны.